История танка Sentinel началась весьма прагматично. Когда Австралия ответила на призыв Великобритании вступить во Вторую мировую войну, на вооружении у австралийцев состояло всего 8 танков. Ну как танков? Это были легкие танки Марк 6А. Но с их пулеметами калибра 12,7 мм, во времена, когда даже 37-миллиметровые пушки уже считались слабыми, танки — это громковато сказано. Как бы то ни было, сражения в других регионах убедили австралийцев в необходимости иметь собственные танки и не полагаться на технику других стран Содружества. Например, на британские «Матильды», которые были применены в очень успешной атаке на Бардию, когда австралийцы смогли захватить итальянские танки М-13. В этом музее стоит один такой танк с большими белыми кенгуру сбоку. Отличные фотографии получается, модельку такую интересно собрать, но с точки зрения профессиональных военных танк не очень практичен. Помимо всего, над Австралией нависла угроза нападения Японии. Танки были очень нужны. Но где же их взять? Здесь возникает следующая проблема. В Австралии не было своей танковой промышленности. Там вообще почти не было никакой тяжелой промышленности. Австралийцы производили бронемашины LP — Local Pattern, которые являлись вариантами британского Universal Carrier. Но это были машины с тонкой броней, доступными на рынке двигателями и трансмиссиями, построенные и слегка модифицированные исключительно для местных нужд. А вот создание танка, особенно крейсерского, это уже был совсем другой разговор. Обычно в стране, производящей танки, от мысли «нам нужен танк» до принятия его на вооружение прошло бы 2 года. Примерно столько должна была занимать разработка основного военного оборудования от начала до конца по оценке руководителя отдела НИОКР службы артиллерийского и технического снабжения армии США, проведенной незадолго до начала Второй мировой. В остальных странах сроки были почти такими же. Например, проект знаменитого «Тигра» начал разрабатываться в 1938 году, а на вооружение машина поступила только в 1942. Быстрее всего этот путь прошел, наверное, Т-34, но даже его разработка заняла почти 2 года, если вести отчет со времен А-20. Австралии все нужно было начинать с нуля и организовать промышленность, чтобы построить танки в первую очередь. Проблемка. Другой вариант — купить танки у какой-нибудь страны. И здесь очередная проблема. К тому времени, а именно к июлю 1940 года, у австралийского кабинета военного времени уже был заказ на производство 200 крейсерских танков. И эта цифра со временем увеличилась в разы, что задачу не облегчало. 1940 год был не лучшим годом для британской армии. После небольшого инцидента во Франции британцы вдруг отчаянно стали нуждаться в танках. Они строили их так быстро, как могли, примерно по танку в день, чтобы восполнить потери во Франции и удовлетворить оперативные потребности в Северной Африке. Так что для австралийцев танков у них не хватало. Тогда пришлось обратиться к американцам. «США, можно мы купим у вас несколько танков?» «Что? У вас есть только М2 Medium?» «Спасибо, не надо». США уже разрабатывали М3 Medium и М3 Light, но они еще не были готовы для производства. В этом вопросе Австралии никто был не помощник. Все это привело к созданию австралийского крейсерского танка Марк-1, более известного как Sentinel. После некоторых злоключений первый прототип все же был допущен к испытаниям в июле-августе 1942 года. Мы снова в танковом музее в Бовингтоне, Великобритания. Здесь находится единственный в мире доступный Марк-1 в полной комплектации. Есть еще один Марк-1 в Пакапуняле в Австралии, он даже на ходу, но австралийские военные не разрешили нам его снимать. Одна из прелестей этой передачи — это то, что я могу рассказывать вам малоизвестные факты о хорошо знакомых вам танках. Но на этот раз для вас приготовлена двойная порция информации. Про этот танк почти ничего никому не известно, так что, надеюсь, вам будет интересно. Хотя я надеюсь, что вам всегда интересно, правда? В общем, план обычный. Рассмотрим танк снаружи и внутри, а затем подведем итог. Поехали! Итак, мы только начинаем нашу экскурсию, но уже можно заметить некоторые философские расхождения между австралийцами и их британскими учителями. Австралийцы посмотрели на танк А-13 и сочли, что он недостаточно бронирован. Они приняли 2 решения. Во-первых, австралийский танк должен иметь защиту, которая достойна называться броней.
даже если для этого придется пожертвовать скоростью и мобильностью. А во-вторых, корпус должен быть литым. Это было смелое решение, потому что в то время ни у одного танка не было такого корпуса. Поэтому Sentinel считается первым танком с литым корпусом. Еще одна интересная особенность. Из-за недостатка материалов австралийцам пришлось разработать собственный состав стали, потому что никеля у них не было. Но металлурги нашли способ производить сталь оружейного класса без содержания никеля. Поэтому какое-то время они выпускали двухфунтовые пушки без этого металла. Броня, как вы видите, расположена под хорошим наклоном. Ее толщина где-то 50-60 мм, что довольно хорошо по сравнению с защитой другой техники того времени. К другим деталям в передней части. Конечно, есть фары, по одной с каждой стороны. Питание к ним проведено здесь сбоку. Чуть позади находится небольшая табличка, вмонтированная в корпус. Она сообщает три вещи. Номер танка, в данном случае 49. Номер корпуса, 56. И номер башни, 18А. Почему 18А, понятия не имею, но так здесь сказано. Эти цифры означают, что танк был построен на этапе среднего или позднего производства. Но особой разницы между танками разных периодов нет. Бронещитки на смотровых щелях мехвода и курсового стрелка. Пулемет с жидкостным охлаждением защищен массивным бронированным кожухом, о котором все только и говорят. Это, пожалуй, самая известная деталь в Sentinel. Слушайте, но это же замечательный танк, и другие его части не менее интересны. Трансмиссия и бортовые передачи расположены спереди корпуса. Это кожух трансмиссии, который вы можете увидеть на американских танках. Только здесь он привинчен к корпусу не в верхней его части, а в передней. Для ремонта и обслуживания нужно просто выкрутить болты, снять бронировку трансмиссии, дело сделано. Стоит отметить обозначение на передней части бронедетали. AH-84 — это означает бронировка трансмиссии номер 84. И это совсем не похоже на номер корпуса. Буква BK означает компанию Bradkin, Брэдфорд и Кендалл. Эти ребята разработали австралийскую технологию отливки бронедеталей. По аналогии, цифра 53 в передней части башни на маске орудия — это номер литой маски, а не номер башни. С другой стороны корпуса также установлены смотровые приборы и еще одна фара. Теперь посмотрим на борт танка. На правом борту, ближе к носовой части, находится смотровая щель и единственный на танке опознавательный знак. В бронировке большинства смотровых приборов есть небольшие щели для обзора, когда приборы закрыты. Но на этом танке их нет. Если вам нужно посмотреть направо, но вы не хотите полностью поворачивать направо перископ, вам придется открыть смотровую щель. Как я уже сказал, те цифры были единственным опознавательным знаком на танке. Это на самом деле так, потому что конкретно эта машина на фронт не посылалась, а там ей бы присвоили обозначение подразделения. Так вы могли опознать австралийский танк, но для этого вам нужно было знать, как эти обозначения выглядят в австралийских подразделениях. Еще один момент. Большинство австралийских танков окрашено в стандартный двухцветный австралийский камуфляж, а оливково-зеленый со светло-коричневым. Если сравнивать цвета на этом танке с другими австралийскими машинами, коричневый цвет здесь неправильный. Он слишком коричневый, слишком темный. Могу предположить, что когда танк перекрашивали, образцы оригинальной краски были на другом конце света, а фотографии были только черно-белые, поэтому сотрудников музея можно простить за пару незначительных ошибок. Это не единичный случай. Еще один яркий пример — это насыщенный голубой цвет на Матильдах, которые находятся в различных музеях. На самом деле, в той цветовой схеме синий не был таким синим. Но когда танк перекрашивали, не было никого, кто мог бы указать на эту ошибку. О верхней части борта пока все, но мы еще к ней вернемся. А теперь мое любимое — ходовая.
Для ходовой части использовалось два типа траков. Они не были взаимозаменяемыми. Это были стальные однопальцевые траки, 129 звеньев в каждой гусенице, шаг ленты 101 мм. Ведущее колесо с 20 зубцами. Вторым и наиболее распространенным вариантом являются эти траки с резиновыми накладками и ведущим колесом с 13 зубцами. Так что если вы меняли траки, ведущее колесо нужно было менять тоже. Шаг ленты 152 мм, по 86 звеньев в каждой гусенице. Выглядит знакомо. На самом деле это траки от танка М3 Medium или М3 Lee. Считается, что Sentinel построен на базе М3 Medium, но на самом деле в австралийском танке использовались только гусеницы и пара деталей подвески от М3. Траки прорезинены с обеих сторон, а соединительные планки такие же, как на М3 и ранних М4. Планки также выполняют функцию центральных направляющих. Для лучшего сцепления можно было установить грунтозацепы. Теперь о подвеске. По 3 тележки с каждой стороны. Как обычно, тележки привинчены к корпусу и не занимают места внутри танка. Там полно свободного пространства для снаряжения, боеприпасов и прочих вещей. Ну и, конечно, поврежденную тележку заменить очень легко. Нужно просто открутить ее. Недостатком являлся ограниченный ход тележки по сравнению с машинами с независимой подвеской. Болты большие, но их всего 4. На М3 Medium, например, одну тележку держит 16 болтов, что выглядит довольно разумно. Здесь же всего 4, но тележка расположена под прямым углом к корпусу, поэтому вес корпуса распределяется и по тележке, и по болтам. И все же, как мне кажется, если вы наезжаете на препятствие, скатываясь со склона, из-за поперечной силы, воздействующей на тележку с 4 болтами, могут возникнуть проблемы. Было 2 вида тележек. Большинство тележек имели поддерживающий гусеницу каток по центру, а на более поздних машинах его сместили ближе к задней части. Такие тележки можно увидеть на поздних американских танках. Подвеска с горизонтальной спиральной пружиной. Я понимаю, что она выглядит не похоже, но это именно такая подвеска. Наверное, из-за спиральной амортизационной пружины в задней части люди думают, что это подвеска Хорстмана. Двигаемся к задней части и замечаем классные освежающие устройства на Sentinel. Это, конечно, игра слов, потому что в Австралии ни разу не холодно. Пару недель назад я был в Керне, там было плюс 40 с чем-то, ужасная влажность, и я могу только представить, насколько было хуже в местах типа Папуа-Новой Гвинеи или пустынях Северной Африки. Танки, по сути, как духовки. Если снаружи жарко, внутри еще жарче. На удивление, если на улице холодно, то внутри еще холоднее. Почему так, не знаю. Отсюда и до конца задней части боевого отделения установлен бронированный кожух над вентиляционным отверстием. Также здесь вы можете видеть видимо, это 2 желоба. С другой стороны их нет. Они ведут наверх в башню. Возможно, они используются для сброса стрелянных гильз патронов калибра 7,7 мм и ленты для них. Мы с этим разберемся, когда будем внутри. Но в башне тоже есть вентиляционные отверстия. Некоторые находятся ближе к корме, а одно расположено в верхнем правом углу башни. Сначала я подумал, что это крепление для перископа, но потом понял, что такое отверстие было на каждом Sentinel, который я видел. Ящики для инструментов вдоль бортов. В них нет ничего примечательного. Просто вместительные ящики для шансовых инструментов и ремкомплектов. Крышка держится на обычных защелках. Ну, вы знаете, поднять защелку, ослабить зажим, открыть. Но я не могу их сейчас открыть, потому что кто-то привинтил крышки и понадобятся кусачки. Конечно, если вы крайне подозрительны и боитесь, что кто-то может взять ваши вещи, можно было использовать навесной замок. Но действительно ли это паранойя, когда чьи-то руки уже тянутся к вашему имуществу? Малоизвестный факт, но слово «кража» на самом деле это официальная армейская аббревиатура. Означает она «припасы, взятые во временное пользование сверх норматива». Как говорится, тихо стырил и ушел, называется «нашел». Все честно, так что если вы станете танкистом, мой вам совет – приглядывайте за своими вещами.
И прежде чем мы перейдем к ленивцу, отвечу на вопрос, который обязательно кто-нибудь задаст. Что это за овальная штука на борту? Я знаю, что люди об этом спросят, потому что и я пытался узнать, что это такое. И мой ответ — я не имею ни малейшего понятия. Можно подумать, что это какой-нибудь люк доступа или аварийный люк, но это не так. Она намертво приварена. Надеюсь, мы найдем ответ, когда будем внутри, но пока я ничего сказать не могу. А теперь любимая всеми тема. Как регулировать натяжение гусениц на Сентинеле? Вообще, процесс регулировки отличается от оного на большинстве других танков. Обычно ленивец располагается чуть ближе или чуть дальше на отдельном рычаге. Здесь же само крепление ленивца полностью сдвигается вперед или назад. В креплении есть 4 прорези с болтами. Это направляющие болты. А размеры прорезей показывают вам, насколько далеко можно сдвинуть крепление ленивца. Отрегулировать натяжение очень просто. Вынимаете шплинт, убираете запирающую планку, берете очень большой гаечный ключ и крутите гайку вперед или назад. Затем возвращаете планку и шплинт, и все, дело сделано. Еще одна отличительная черта Сентинела — это его длинный покатый моторный отсек. Помимо люков доступа, на нем не так много деталей. Такая конструкция была необходима из-за двигателя, который являлся чудом инженерной мысли. Посоперничать с ним мог только двигатель Chrysler A57 Multibank, использовавшийся на нескольких американских средних танках. И здесь мы снова возвращаемся к проблеме производственных возможностей Австралии, которая не славилась тяжелой промышленностью. Конструкторы выяснили, что для приемлемой скорости танку нужен двигатель мощностью около 400 лошадиных сил. Но в Австралии ничего подобного не производилось. Было решено найти нужный двигатель за границей. Сначала собирались установить радиальный двигатель Гайберсон. Это 9-цилиндровый дизель, который устанавливался на легкий танк М3 Стюарт. Но производственных мощностей не хватало. Компания Гайберсон была готова предоставить образцы необходимого оборудования, но по техническим причинам австралийцы не могли его производить. Следующим вариантом был сдвоенный двигатель Grey Marine 671, который позже применялся на М4А2, самоходке М10 и танках Valentine. Но, опять же, возможности производить этот двигатель не было. А как насчет двигателя Pratt & Whitney Single Wasp, подумали австралийцы. Это мощный авиадвигатель, и у нас есть лицензия, чтобы выпускать его в Австралии для самолетов. Идея была отличной, но военное министерство решило, что производить самолеты важнее, чем танки. Во всяком случае, что касалось двигателей. Поэтому все двигатели Pratt & Whitney Wasp от Pratt & Whitney использовали для авиации. И снова австралийские танкостроители задумались, что же делать дальше. За неимением лучшего пришлось выбрать двигатель Cadillac. Это был двигатель V8 объемом 5700 кубических сантиметров и мощностью 110 лошадиных сил. Может быть, не самый мощный, но зато доступный. Итак, как заставить 25-тонный танк ехать с приемлемой скоростью при двигателе в 100 лошадиных сил? Все просто, нужно 3 таких двигателя. Так что на танке установлено 3 двигателя. Один сзади, 2 чуть впереди. Они соединены, и их мощности объединяются в распределительной коробке Perry. Вот почему моторный отсек такой длинный. А еще на его крыше установлен внешний топливный бак. Это просто отдельный бак. Он никак не соединен с топливной системой. Также видно, как вентиляционная система проходит под бортами корпуса. Еще здесь есть пара запасных траков и буксировочные петли. Больше ничего особенного сзади нет. Мы поднялись на моторный отсек, и хочу отметить, что открывать эти лючки было крайне опасным занятием. Потому что наклон корпуса здесь вот такой, краска глянцевая и гладкая, поэтому я все время соскальзывал вниз. Представьте, что это нужно делать, например, под дождем. Естественно, наш оператор полностью экипировался защитным снаряжением для альпинизма.
А я вот нет, и могу только представить, как возмущаются сейчас работники в сфере охраны труда и техники безопасности. Итак, здесь 3 двигателя, расположенные как клеверный лист. 2 впереди, 1 сзади. У каждого двигателя есть отдельный карданный вал. Они соединяются в раздаточной коробке, которая находится впереди под башней примерно вот здесь. Из нее выходит уже 1 карданный вал, ведущий к трансмиссии. Для 3 двигателей с водяным охлаждением, естественно, требуется много охлаждающей жидкости, а именно 87 литров, которые заливаются в 2 горловины. Вокруг двигателей установлены топливные баки. Их общий объем 635 литров. Там 5 отдельных баков, но наполнить их можно только через 1 горловину. Сейчас я откручиваю ее крышку. А чтобы определить, сколько топлива осталось, здесь есть старый добрый щуп. Максимальное значение на нем 663 литра, так что щуп делали с запасом. В инструкции точно не говорится, какой запас хода обеспечивает эти 635 литров. Раз здесь 3 двигателя, то и в 3 раза больше требований к обслуживанию. 3 бака для масла и 3 щупа. Если смотреть на задний двигатель, горловина масляного бака находится вот здесь, а щуп чуть дальше. Мы его уже наполовину вытащили, так что я могу до него дотянуться. Он вон там. Опущу-ка я его ниже. Если нужно провести детальное обслуживание, придется открутить все болты по периметру моторного отсека, поднять и убрать в сторону крышку отсека. Двигатели, раздаточная коробка, система охлаждения и топливные баки установлены на одной платформе. С помощью крана нужно убрать всю платформу вместе со всеми агрегатами. Так что это один из первых примеров сгруппированной топливно-двигательной системы. Трансмиссия, конечно, в нее не входит, она расположена впереди. Когда вы все это уберете, появится удобный доступ к остальным деталям. На этом все о моторном отсеке. А во второй части мы поднимемся на башню и заберемся внутрь. Ладно, дубль 3, потому что я запорол первые 2. Австралия не была компанией, производящей танки. Компанией? Черт. Как и все тележки, они привинчены к корпусу. Это значит, что... вообще не все тележки такие. Наверное, бывают и приваренные тележки. Ведь кто-нибудь обязательно скажет, что есть система с приваренными тележками. Я навскидку не назову ни одной такой, но кто-нибудь мне обязательно скажет. 3, 2... Не спать! Мы должны оставить неудачные дубли, ведь зрители их любят чуть ли не больше всего остального. Что меня немного огорчает.